Доброе время суток. Сегодня у нас удивительно интересная тема. Тема, признаюсь, я ее ждала с самого начала нашего подкаста «Тюркский мир». Это тема о наших братьях, американских индейцах. То есть это тема о тех людях, которые когда-то давно мигрировали с наших земель. И когда я говорю наших, я имею в виду тюркские земли, не только Центральная Азия, но и Сибирь, естественно. Мигрировали и первыми открыли Америку. Всех приветствую, рада снова встретиться с нашей аудиторией. Хочу сказать, что тема индейцев и их связи с тюрками очень животрепещущая, например, для Казахстана. У нас очень много предпринимается попыток найти эти связи. И даже была одна передача, посвященная этим связям, которую снимал наш путешественник Сафар Искаков, «По следам тюрков» называется, который побывал в Сочи-Калька, где майя проживали. Побывал он также на пирамиде Чан-Мооль, Чечен-Ица, в Юкатане, в Эквалане побывал. И очень много интересного нашлось. Действительно, не говоря уже о том, что у нас и цифры одинаковые начинаются, одинаково звучат, и заканчивая тем, что у нас поклонение Солнцу это было всегда. И первые обсерватории всегда были только на тюркской земле, как известно. Мы знаем нашего Улугбека, а здесь еще и нашлись еще в пирамидах очень много солнечных систем, которые отражены были через пирамиды, и как вычислялись эти календари. И самое главное, наш тенгрянский календарь полностью совпадает с одним из календарей майя, а их было у них 13. Также исчисляется 5 лишних дней в календаре, который у нас называется бесхунат. То есть по 28 дней, когда делишь месяц, 5 дней выпадает ни туда, ни сюда. У нас действительно в эти 5 дней непогода страшная. Ничего в эти дни не делалось. То песок поднимался так, что до сих пор это явление наблюдается в Западном Казахстане. Я сама видела, была свидетелем. Невозможно окно открыть, песок сразу раз и все, а как будто туман смотришь на улице. В общем, сегодня очень интересная тема, и мы рады приветствовать Джумажана Байжуминова, нашего дорогого, который постоянно нас чем-то удивляет. Приветствуем вас. Здравствуйте. Тема, конечно, суть, содержание нашей сегодняшней беседы – это этнокультурное родство, доказать это, показать это с разных сторон. Мы сегодня постараемся. Этнокультурное родство тюрков Евразии и индейцев Америки. Но прежде чем говорить об этом, надо несколько напомнить, как вообще произошло знакомство евразийцев, в данном случае европейцев, с Америкой. Обычно упоминается Колумб, хотя о некоторых доколумбовых плаваниях нам известно. Но во всяком случае, одно точно, это, Лейф Эриксон, викинг, он достиг, в свое время Гренландии, и примерно в 1000 году новой эры побывал в Северной Америке. Даже есть предположение, что на Ньюфаундленде существовало постоянное поселение викингов, и после этого еще в течение 3,5 столетий они регулярно бывали на землях Северной Америки. Все остальные версии это о плавании египтян, который отстаивал знаменитый путешественник норвежский Тур Хейердал. Это о плавании, финикийцев, о плавании китайцев, о плавании португальцев еще до Колумба в Америку. Также вопрос о транстихоокеанских плаваниях меланезийцев. Здесь как бы следы этих плаваний есть. Но эти плавания, они не были массовыми, они не оказали большого влияния, вообще никакого влияния, почти никакого влияния на культуру, на развитие в дальнейшем культуры Америки. Таким образом, официально признан Колумб. Как Колумб попал туда? Это произошло в самом конце 15 века. Что предшествовало этому? Этому предшествовали уже начавшиеся плавания в Индию, привозили оттуда пряности, которые очень высоко ценились в Европе. И бытовала легенда о невероятном количестве золота на территории Индии. И, именно как пишут в академических книгах, якобы для того, чтобы найти короткий путь в Индию, чтобы эти пряности вывозить,
На самом деле основная задача, основная цель была не пряность, а именно вот это золото. Это вот баснословное золото, которое стремились найти и вывести, значит, там в Испанию, Португалию. Что еще предшествовало? Христофор Колумб, он, хотя служил у испанских королей, он этнический итальянец. И вот его земляк из Флоренции, известный под именем Паоло Тосканелли, он, значит, доказывал и сумел убедительно, так сказать, теоретически доказать, что Земля имеет шарообразную форму. А большинство населения Европы в то время было убеждено еще, что Земля плоская. И эту теорию отстаивала христианская церковь. Но Колумб поверил Тосканелли, был убежденным сторонником его взглядов и решил найти, как он считал, более короткий западный путь в Индию. Потому что существующий маршрут, он был действительно очень долгим. Это вокруг Африки всей. Мыс Доброй Надежды – это катастрофическое место, где погибли там сотни, если не тысячи кораблей вообще за всю историю мореплавания. И очень долгий путь. А тут напрямик через, значит, Тихий океан. В результате он вначале он совершил в общей сложности 4 плавания. Первое плавание в самом начале 90-х годов 15 века. По результатам 2 первых плаваний были открыты острова, в основном в Карибском море, вот эти, в том числе огромные острова. Ну, там это Гаити, который раньше назывался Испаньол, это современная Куба, Багамские острова, это, значит, Ямайка нынешняя и так далее. Там масса, в том числе крупных островов. Во время 3-го путешествия он оказался в Южной Америке. Он достиг устья реки Оренока. И, наконец, в ходе 4-го плавания, 4-е плавание, это начало 16 века уже, он достиг Центральной Америки. Таким образом, в результате 4 плаваний была открыта Южная, Центральная, так называемая Мезоамерика, ее обычно в науке называют. Мезос, греческое среднее, то есть Центральная Америка. И с этого времени был дан старт колонизации, прежде всего, Центральной и Южной Америки. Кто участвовал в этих колонизациях? Это были весьма специфичные люди. Испанцы до этого вели в течение нескольких столетий борьбу за изгнание арабов с территории Испании. Когда-то арабы захватили во время раннего ислама, когда они были сильны, когда они были воинственны, они захватили основную часть Испании. И вот теперь предстояло вернуть ее испанцам. И осуществлялась так называемая реконкиста. Конкиста – это завоевание, а реконкиста – это обратное отвоевание. Уже в 9 веке возникла легенда о Орланде. Это один из рыцарей Карла Великого, который уже принимал участие в борьбе с арабами, в борьбе за изгнание арабов. Так вот, в результате вот этих столетий реконкисты в Испании образовалась или сформировалась огромная масса военных, которые не умели ничего делать, кроме как воевать. Единственный способ добычи, им уже давно никто ничего официально не платил, это было мародерство, фактически захват чужого имущества. Ну, скажем, в данном случае главным образом арабского. Плюс существовала в Испании такая специфичная, значит, прослойка населения, социальная группа. Это, значит, так называемые идальго. Идальго. Кто такие идальго? Идальго – это младшие сыновья, значит, представителей аристократического рыцарского класса. Вот. У них там, как правило, было несколько сыновей, младшие идальго. И в Испании, так же, кстати, как и в Германии, существовал так называемый майорат. Майорат, когда наследство доставалось старшим детям. В Англии, например, как у казахов, минорат. Наследует младший сын. Вот. У нас, как говорится, хара-шанграк, это отцовский дом, его наследует младший сын. В Англии тоже минорат, а здесь майорат. И вот эти идальго, фактически, они не имели никакого имущества, они были брошены фактически на произвол судьбы и при помощи копья, значит, меча, оружия добывали себе средства для существования. Вот такая масса людей. В принципе, она достаточно безнравственная была, она была безжалостна,
абсолютно, и ради добычи, ради денег готова была практически на все. И вот эти люди как раз-таки участвовали в конкисте, завоевании, колонизации Центральной и Южной Америки. Что касается Христофора Колумба, насколько я знаю, Гаухар, если я не прав, ты поправь, по-моему, его памятники в ходе недавних событий во время выборов нового президента сносили в Америке. Дело в том, что я где-то разделяю мнение сноса памятника, допустим, того же Ленина или там Кристофора Колумба. Это действие, мне кажется, я могу ошибаться, но это действие скорее более символично, как бы, скажем так, стирание памяти колониализма. А что касается Колумба, здесь не только, знаете, символизм сноса этого памятника, как бы этот снос должен символизировать беды индейцев, беды чернокожего населения, афроамериканцев, насильственно завезенных из Африки. На самом деле здесь имеются все основания. Христофор Колумб был таким же жестоким, безжалостным человеком. В частности, вот что он устроил на Кубе. И не только на Кубе, на Испаньоле, это вот нынешняя Гаити, осуществлял массовые повешения индейцев. Затем стал поступать еще более бесчеловечнее. Он, значит, обязал всех индейцев старше 14 лет каждые 3 месяца приносить определенное количество золота. Если он приносил это золото, ему выдавался такой специальный жетончик, который позволял ему жить еще 3 месяца следующих. Если же он не приносил это золото, ему отрубали кисти рук, вешали ему на шею и отправляли умирать в деревню. Вот что такое Христофор Колумб. Да, как бы то ни было, в Испанию поплыли десятки, сотни галеонов, можно сказать, даже тысячи, может быть, рейсов были сделаны. Это достаточно крупные океанские суда, трюмы которых были набиты золотом, ну и главным образом серебром. Именно серебром богата Латинская Америка. Это рудники чилийские, перуанские, в основном в Андах. Да, ну немножко о позиции церкви христианской, католической церкви. Часть ее представителей это дело очень даже поддерживали, поощряли. Хотя, в общем-то, ставили задачу христианизации этих варваров, как они говорили, индейцев. А другая все-таки заняла позицию поддержки индейцев. Они говорили, представители этой части христианской церкви, что индейцы такие же люди. И им кое-что удалось сделать. В частности, отменили энкомьеду, это система принудительного труда индейцев. Они должны были работать на полях, на серебряных рудниках. И рабочий день у них длился, представьте себе, до 15-16 часов. Это вызывало постоянные групповые самоубийства индейцев, которые просто не выдерживали этого физического труда. Тогда католическая церковь была сильна на фоне борьбы с арабами, на фоне как бы другой противостоящей идеологии, идеологической системы под названием ислам. И параллельно еще продолжалась эта зачистка тюркского культурного наследия. А в чем выражалась? Ну вот эта борьба с ведьмами. Испания, да, средневековая, это сразу первая мысль, это вот эти все аутодафе, казнь разного рода, как они называли там, помощников сатаны, представителей сатаны. Вот. Это шло уничтожение тенгрианства. С ним нещадно боролась католическая церковь. Как она осуществлялась, эта казнь? Вот перед тем, как сжечь преступника или преступницу, привозили на ишачке, преступник или преступница сидели спиной вперед, то есть задом наперед. И на голове у них был длинный колпак. Обратите внимание на этот длинный колпак, типа вот, знаете, вот там Пьеро там, в Буратино, да, носил такой длинный колпак. Что это такое? Это классический тюркский колпак, типа нашего саукеле, например, да, у казахов. Это скифо-сакский тигрохаудный колпак, как называют его историки. И вот эта посадка на ишака задом наперед, это чисто тюркская вещь. Когда какой-то тюрок, или казах даже позднее, вел себя недостойным образом, то есть по всем понятиям степным, он вел себя крайне безнравственно. Что делали? Его исключали как бы из рода.
И демонстрацией вот этого вот изгнания из рода было то, что отрезали хвост его коню, и затем его сажали задом наперед на этого коня с обрезанным хвостом, и как бы отправляли типа вон из аула. То есть он переставал быть членом рода. Жумажан, вот здесь я бы хотела попросить вас очень коротко рассказать о том, как все-таки тюрки повлияли на Испанию. Потому что мы в предыдущих подкастах, вот когда мы освещали тюркские корни Европы, мы не говорили об Испании, мы говорили о других странах. Ну, достаточно сказать хотя бы вот этот знаменитый великий исторический марш в эпоху Великого Переселения, осуществленный в V-VI веках. Это были вандалы, представителями которых мы видим род Бундалей из нашего родового объединения Кирей, Среднего Жуза. И аланы. Аланы – это поздняя сарматская группа. В свое время, значит, это известная история, Абаев, который или сам, или ему поручили доказать ираноязычность скифов, и он опирался на историю своего народа. Я был, значит, в Предкавказье, там живут казахи, береши, которые в свое время бежали из Казахстана. И вот в беседе, это было еще в начале 90-х годов прошлого века, и в разговоре с ними я спрашивал, как у вас взаимоотношения вот с горцами, которые вот выше вас живут. Они говорят, да нормальные, вот, ну а более всех, почему-то они мне сказали, мы уважаем именно осетин. Так вот, Абаев, он начал доказывать, что осетины это потомки аланов. Ему возражали карачаевцы, балкарцы или малкарцы по-другому, которые говорили, извините, аланы это мы называем друг друга аланла, да? Но вот в результате во многом благодаря вот исследовательской деятельности вот этого Абаева укрепилась эта ложная в советской науке теория ираноязычия кочевников, скифских кочевников, ну и, соответственно, сарматских. Вот. Еще раз повторяю, никаких ираноязычных кочевников не было и быть не могло. Иранцы это сформировались к югу от степей, как земледельческий народ, как все остальные индоевропейские народы. Так вот, значит, в общем-то, когда вот этот процесс начался в начале 90-х годов, решили Осетию переименовать в Аланию. Она, по-моему, сейчас носит название Осетия-Алания. Был у них такой историк, русский по происхождению, Кузнецов, который говорил о том, что не надо этого делать, вы торопитесь, просто это может все оказаться не так, не надо. Тем не менее, его не послушал, и началась аланомания. Детей подряд стали называть сыновья аланами, появились экспедиции, значит, по следам предков из Осетии, там в Испанию, вот, где существовала вот государственность вот этих аланов, перебравшихся туда. Вот. Ну что получается? Сейчас получается, что те же данные генетически показали, что к аланам никакого отношения осетины не имеет. У осетин, значит, та же доминирующая группа, как и у казахских аргынов, это джи. Вот именно у казахских аргынов и у осетин вот эта гаплогруппа, она, по-моему, доминирует более чем у любого другого народа. А у аланов по всем признакам R1A, там, ну, определенная субклада, которая соответствует вот карачаевские, балкарские, значит, субклада вот эта гаплогруппа R1A. Ну и многим европейским народам, потому что мы говорили про R1A в наших... Ну, там разные субклады, вот, поэтому там разобраться с ними, значит... Но все-таки немножко больше да, ясно. Да. Так вот, в результате вот этого вот броска огромного по меркам, скажем, Европы, возникло Алано-Вандальское королевство, значит, вначале в Испании, а затем они переправились на территорию бывшего злейшего врага Рима, Карфагена, Северную Африку. И там существовало Алано-Вандальское королевство. Вот. То есть потомков вот этих тюрков, аланов и, я полагаю, вандалы тоже были таковыми. Там очень много в Испании, очень много. Испанский мастиф – это овчарка, типа очень похожа на степного тобета, но это собака, которая пришла когда-то из степей в Европу. Она так и называется Алано, то есть аланская, да, собака и так далее. Ну,
Что касается там этнографических каких-то, сейчас времени просто на это нет, но скажу сразу, в испанском, португальском языках очень много тюркизмов, как, кстати, занимались, значит, исследованием карачаево-балкарские ученые, они выявили огромное количество, в том числе, значит, с тюркскими словами, вот, которые входят в лексикон, содержатся в лексиконе карачаевцев и балкарцев. Значит, что касается Америки. Чем обернулась колонизация? Колонизация обернулась так называемой индейской демографической катастрофой. В Южной и Центральной Америке, по прикидкам современных исследователей, на момент появления там Христофора Колумба, это 1492 год, он там появился на островах, да, проживало около 25 миллионов человек. А в конце 16 века их осталось всего лишь 1,5 миллиона. Вот такие цифры. Значит, на Гаити, эспаньолы, ну я не знаю, насколько верна эта цифра, ну называется, что цифра, что там проживало 3 миллиона человек. Ну, может быть, немножко завышено, но такую оценку я встречал. Буквально через 30 лет после открытия Гаити там осталось 11 тысяч. 11 тысяч. Значит, да, конечно, геноцид. Ну вот, в частности, государство ацтеков завоевал Кортес. Он захватил столицу ацтеков Теночтитлан. В этом городе проживало, представьте себе, 250 тысяч человек. Из них 200 тысяч было вырезано. 200 тысяч было ужасно, вырезано. Просто ужасно. Что касается следующего крупного завоевания, это завоевание государства инков, это уже в Латинской Америке, это территория Перу, скажем так, Тихоокеанская сторона, значит, там же, где находится Лос-Анджелес, скажем, это сторона материка. Это все проделалось небольшим количеством солдат, небольшими отрядами, которые насчитывали несколько сотен, иногда несколько десятков тысяч человек. Вообще, значит, латиноамериканские историки полагают, что в конкисте участвовало, ну максимум 10 тысяч, максимум. Некоторые называют, что это даже преувеличенная цифра. Это может 4-5 тысяч вот этих конкистадоров, которые смогли завоевать Центральную Америку, острова Карибского бассейна, Южную Америку. С чем это связано? Это связано, во-первых, с тем, что самое первое, что забывают обычно говорить, это разный менталитет индейцев. При всей там жестокости, они все-таки доброжелательны. У них, конечно, были свои жестокости. Мы знаем, да, вот принесение в жертву ацтеками, массовое принесение людей в жертву. Тем не менее, в основном-то приняли их доброжелательно, этих переселенцев. У этих был настрой другой. У них были лошади, которых индейцы никогда не видели, потому что лошади, они вымерли в Америке по одним расчетам еще 25 тысяч лет назад, по другим вместе с мамонтами, уже после ледниковый период. Огнестрельное оружие. Значит, огромные мастифообразные собаки, которые как бы были приучены для охоты на людей. Ну и затем испанцы просто они никогда не соблюдали договоров с индейцами. А договора для индейцев были священными. Любые договора, которые надо было при любых обстоятельствах неукоснительно выполнять. И плюс европейцы с собой привезли еще огромное количество микробов и вирусов, к которым местное население не имело никакого иммунитета, и это вызвало массовую смертность среди Абсолютно верно, абсолютно правильно вы говорите, Гаухар. Дело в том, что именно вот эти микробы, вот это отсутствие, значит, иммунитета у местного населения, вот эти болезни, они как раз и погубили основную часть. Они не были, конечно, перебиты испанцами, а погибли вот как раз от этих болезней. Но это, тем не менее, не умаляет крайней жестокости испанцев. Вот, например, тот же, значит, на территории Инкской империи существовало королевство Кара. И конкистадор по фамилии Чавес осуществлял карательную экспедицию. Он сравнял с землей эту цивилизацию. Так вот, один пример. За один день он приказал перебить 600 индейских детей младше 3-летнего возраста. Зачем младше 3-летнего возраста? То есть, что еще тогда геноцид, если это не геноцид? Полнейший геноцид, абсолютно. Да. До нашего времени сохранилось
гравюра начала 16 века. На ней, значит, изображен испанец, который кормит своих собак маленькими детьми индейцев. Можно было подумать, что, может быть, какой-то больной человек нарисовал, какое-то извращенное сознание какого-то сумасшедшего художника. На самом деле существует достаточно много писем в архивах, значит, Испании, где современники сообщают о том же самом, о том, что испанцы кормили маленькими индейцами своих собак, скармливали им вот этих маленьких индейцев. Ну, индейцы не сказать, что они не сопротивлялись. Они сопротивлялись, но сопротивляться было сложно по той причине, что у испанцев был такой расчет: за одного убитого испанца казнить сразу 100 индейцев. Что произошло в результате? Значит, в Европу было поставлено гигантское количество золота и серебра. Произошла резкая, значит, революция цен, которая привела или способствовала быстрому установлению буржуазного строя в Европе. И, как говорится, на место власти родовой аристократии, которая правила до того, пришла власть толстых кошельков. Я хотела, знаете, что раз мы сегодня такую параллель провели, Испания и так далее, мне что было всегда удивительно, когда читаешь литературу, в Испании все-таки был культ смерти. У них эта философия смерти сидит. Как бы если умереть, то с честью. Да. Если умирать, то с честью. То есть если ты умер не на поле брани, а у себя в постели, будучи в каком-то там больном состоянии, то считалось, что даже твои потомки будут как бы признаны бесчестными людьми. То есть каждый считал своим долгом умереть так, чтобы это было с честью. И надо сказать, что вот эта традиция, она где-то наблюдается у майя, потому что у них была игра, как было показано вот в передаче по следам предков, в Сочикалько. Стоят большие стелы, очень большие каменные, с кругом внутри. Играли в мяч. Эта игра называлась Поктакок. Это была религиозная игра. Две команды играли, и надо было кинуть мяч туда, чтобы попасть вот в этот круг. Мяч весил 4 килограмма, не менее. Причем нельзя было руками, ногами, надо было кидать плечом, бедром, локтем, хоть чем, но нельзя было рукой, ногой как бы прикасаться к этому мячу. Командир выигравшей команды был отдан в жертву. Но это тоже какая-то вот такая вот смерть с честью, что ли. Мне вот кажется так, что это каждый считал, что он должен выиграть для того, чтобы умереть так почетно, чтобы тебя принесли в жертву. И как параллель, кстати, у Коркыта, у нашего легендарного, которому я тоже это легендарная личность, не подтвержденная, как бы ни крути, но это всем известная тюркская личность. У него есть упоминание об игре в топе, где тюрки и угузы играли таким же образом в мяч, не прикасаясь руками и ногами с древних времен. Вот просто параллели. Хотела об этом сказать. Вот этот культ смерти, и второе то, что вот есть игры такие, которые связаны с жертвоприношением, где надо было умереть с честью. Интересно по поводу того, что именно у тюрков-агузов тюрки-агузы, они почему-то вот как бы более близки именно к индейцам и по своей гаплогруппе, но это немного забегая вперед, и по некоторым своим традициям. Именно тюрки-агузы. Что касается, значит, следующего момента. Это колонизация Северной Америки. Северная Америка как бы официально открыта примерно в то же самое время, чуть позже, когда свои открытия делал Колумб. И называют, считается, мы уже про викингов говорили, их сейчас в расчет брать не будем, мы говорим об этом периоде. Считается, что открыл Америку англичанин Джон Кабот. Значит, на самом деле это был соотечественник Колумба. Его звали Джованни Кавотто. И вот он первый описал там берега, сделал первые карты Америки с восточного берега. Но первое время, первые десятилетия, Северную Америку осваивали именно французы и испанцы. В основном испанцы. И осваивали они с юга. Зашли с Мезоамерики. Те земли, которые они освоили, это вот нынешние штаты американские: Луизиана, Джорджия, Миссисипи, это Техас, это Нью-Мексико, Флорида,
Калифорния. Это вот это территории испанские были. Потом они разными путями, в том числе и насильственным, оказались у США, в владении США. Да. Первая колония – это так называемая Джеймстаунская колония. Значит, ее население составили ссыльные и в основном уголовные преступники. Вторая – это знаменитая, значит, колония Плимутская. Она возникла в 1620 году. Это вот легендарные переселенцы в Америку, судно Mayflower, вот, или Mayflowers, на котором прибыли так называемые пуритане-пилигримы. Пуритане – это представители протестантской церкви, которые подверглись у себя на родине, в Англии, преследованию со стороны англиканской церкви. И причем название у них пуритане, от латинского puritus, чистые, якобы. На самом деле, значит, что произошло? Их было примерно 100 человек, те, которые приплыли вот на Mayflowers. Что произошло? Местные индейцы, это в основном племя Пикот, они встретили их очень даже дружелюбно. Они показали им лучшие места для охоты, лучшие места для рыбной ловли. Но вскоре пришлось им об этом пожалеть. Значит, вот эти пуритане их обманывали. Они оказались очень нечистыми на самом деле. Очень нечистыми. Это были лицемеры, ханжи, которые действовали, делали все, что заблагорассудится, не останавливались ни перед каким преступлением, и при этом прикрывались все время именем Христа, именем Бога. Вот. Они устроили войну с племенем Пикот, фактически уничтожили значительную часть этого племени. Вот. Они там зверствовали, это резня, убивали детей, отрезали там какие-то, значит, части тела. Затем они подвергли резне алганкинов, племя алганкинов, оставшиеся в живых, ушли на запад. И в дальнейшем, после основания вот этой вот колонии Плимутской, начался процесс переселения в Америку, и не только из Англии, из других европейских стран, который постепенно нарастал. В 1776 году, это году, когда была провозглашена декларация об образовании США, за год до этого была перепись 1775 года. В США проживало 2,5 миллиона человек. Вот от этих вот нескольких пары сотен, которые впервые прибыли в Америку, до 2,5 миллиона человек. Ну, уже этот период, существовали в этот период так называемые индейские войны. Индейцы оказывали сопротивление, серьезное сопротивление. И главное сопротивление оказали индейцы Великих Равнин, степные индейцы. Особую роль, наверное, можно выделить. Это крупное родоплеменное объединение, которое иногда называют просто Сиу, иногда называют Сиу-Хока, иногда называют Сиу-Дакота-Хока. Ну, Дакота, у них название Дакота и Лакота, иногда Накота, это одно и то же. Вот. Они, значит, близки к Сиу. И вот как раз вот это вот, значит, родоплеменное образование, которое называло себя народом бизонов, некогда правившим миром, они называют, значит, его родоплеменным образованием завоевателей. Почему я на нем останавливаюсь? Они сыграли именно вот это родоплеменное образование, вероятно, другие какие-то степные индейские племена, они сыграли ключевую роль в создании будущих цивилизаций Мезоамерики и Южной Америки. Значит, что касается борьбы этих индейцев, им было сложно, конечно, воевать с вооруженными огнестрельным оружием переселенцами. У них было вооружение, но, естественно, устаревшее. У них был мощный лук индейский, например, большой индейский лук, он на расстоянии 450 метров насквозь пробивал бизона. Это очень мощный лук. Причем наконечники там или костяные, или там каменные. Тем не менее, вот так вот. Затем, что произошло? Индейцы освоили верховую езду. В свое время, значит, этих лошадей в очень большом количестве завезли испанцы, когда они осваивали будущую Латинскую Америку, Южную, Центральную Америку. И вот множество этих лошадей сбежало. Они одичали, это так называемые мустанги. И индейцы сумели их одомашнить. Понимаете, насколько этот вопрос, что легче, еще предстоит разобраться. Или одомашнить просто диких лошадей, или одичавших лошадей, которые хорошо знают, что такое люди, да?
Они, тем не менее, сумели это сделать. Они оказались прекрасными селекционерами. Они вывели эту великолепную индейскую породу лошадей, она называется Апалузо. И таким образом, ну, естественно, они заполучили и огнестрельное оружие, выменивали, в частности, на меха, вот это оружие, и они превратились во всадников по типу кочевников Евразийской степи. Это уже была конная индейская культура охотников на бизонов. Бизон – это важная очень как бы вещь в их жизни. Это основной источник питания, основной источник пополнения там разного рода шкурами. Бизоновая кость использовалась тоже для изготовления всяких орудий, оружия. Вот. И, в общем-то, белые переселенцы достаточно быстро разобрались, что нужно делать. Нужно убить бизонов, перебить, и тогда индейцам деваться будет некуда. Мне такие вещи так сложно слушать. Знаете, напоминает геноцид казахского народа, когда отобрали всю живность, и особенно на севере народ просто умирал от голода. Потому что, знаете, плохо контролируемая степная масса большая – это угроза для любого государства. Вероятно, советское государство тоже увидело в этом угрозу. Но надо сказать, что одновременно с голодом здесь происходил именно в казачьих районах голод и на Украине. Ну, это я знаю. Это основные регионы, да. Но казачьи регионы – это в пользу как бы Гаухартовой версии. Значит, что касается бизонов. На момент открытия Северной Америки, то есть это самый конец 15-го, начало 16 веков, общее стадо поголовья бизонов оценится приблизительно в 50 миллионов голов. 50 миллионов голов. Это огромная цифра. То есть вот такие стада многотысячные шли по Америке, и индейцы кочевали вслед за этими стадами, за основным источником своего питания. К началу 20 века их осталось всего несколько тысяч. Несколько тысяч. Это основное животное было великих равнин американских. Их не осталось. Для чего? Их истребляли. Просто за убийство бизона людям платили деньги. Потому что знали, что с каждым убитым бизоном меньше еды у индейцев. По отношению к индейцам тактика «хороший индейец, мертвый индейец», это сказал один из военных американских того времени. Они устраивали страшные вещи. Например, вот известна бойня на Сент-Крик в скалистых горах. Значит, они что сделали? Там индейцы Шайены и Арапахо. Они убили основную часть этих индейцев и затем скальпировали практически всех. Отрезали всем носы, уши, отрезали половые органы, как мужчинам, так и женщинам, заметьте. И у беременных индианок вырезали плоды. И это все рассматривали как показатель их военной победы. С этим они возвращались к себе домой. Представляете, что это за люди? Вот. Значит, что касается окончания индейских войн, их, под индейскими войнами понимается обычно несколько десятков крупных войн. Это какой временной промежуток, Джумажан? Это начиная с момента, когда они столкнулись с индейцами, до 1890 года, можно сказать. 1890 год – это, в принципе, дата, которая считается временем окончания. Это бойня на реке Вундетни, на ручье Вундетни. Это 1890 год. Значит, там что произошло в этот год? В этот год солдаты 7-го кавалерийского полка армии США, они окружили, значит, лагерь индейцев Лакота, те самые Дакота, Накота, Лакота. Они что сделали? Они отделили всех мужчин из лагеря, вывели, а потом пушечным ружейным огнем уничтожили оставшихся там женщин, стариков и детей. Вот. Дакота, Лакота – это одни из самых серьезных противников переселенцев были. Вот эта война Лакота, Дакота против переселенцев называется еще Илиада Америки, которая, в принципе, закончилась вот этой бойней на ручье Вундетни. Их возглавлял Ситинг-Булл, знаменитый вождь индейцев Ситинг-Булл. Его называют великим воином и великим поэтом. То есть это тоже характерно для казахской культуры, да. Тот же Кетбуга
Кетбуга вождь Найманов, он же выдающийся жирау, поэт, который возглавлял вот, войска армии Хулагу в битве против, ну, таких же тюрков в Палестине, против мамлюков. Вот. И как Вернадский тогда сказал, на самом деле, говорит, сражение, которое произошло в 1260 году при Аль-Джалуде в Палестине между монголами и египтянами, было сражение между двумя тюркскими армиями. Вот. Ну, это обычно у нас. Великий вождь, как правило, великий поэт, большой поэт. Кстати, вот такой вот, кстати, Найман Кетбуга, а вот поэзия другого Наймана, Ахтамберды, она считается вообще вершиной казахской поэзии. Ахтамберды. Ахтамберды это тоже крупный полководец, вождь. Вот. И вот Ситинг-Бул как бы тоже некое отражение, степной вождь Лакота, отражение вот этой самой традиции. Общее количество сражений, конечно, неизмеримо больше, чем вот несколько десятков крупных этих войн индейских. В одной Аризоне, за историю вот существования этого штата Аризона, произошло более 300 столкновений с индейцами, боестолкновений. И вот представьте себе масштабы. От индейцев осталось очень мало. Это их истребление физическое, это те же болезни. Население сократилось до нескольких сот тысяч. Сейчас количество индейцев возросло на самом деле. То есть была такая критическая точка в демографии. Вот. Может быть, действительно, резервации при всем том, что как бы это порицается, может быть, они сыграли какую-то положительную роль. Да. Вы знаете, пару лет тому назад я поехала на выставку искусства американских индейцев в штате Нью-Мексико. Это был единственный раз, вот когда я почему-то почувствовала, ну, вернее, не почувствовала, это было просто, я принадлежала этому обществу. Там было очень много американских индейцев, естественно. Это был такой момент, когда меня не спрашивали, откуда ты, какая у тебя национальность. Они просто говорили, из какого ты рода. Потому что все абсолютно считали, что я своя. И даже предполагали, что, может быть, я навахо или что-то в этом роде. Это было настолько приятно, и даже не то, что приятно, это было настолько все-таки свежо, потому что я уже привыкла, я живу на чужбине, привыкла вот как волчица, да, быть своей среди чужих на самом деле не так уж и легко. А тут вдруг я получила такой глоток свежего воздуха, я была своей среди своих. Джумаржан, вот я все-таки хотела спросить, давайте начнем говорить о том, о чем я прям очень сильно жду. Вот теперь мы к этому самому... Миграции все-таки с наших земель. Вот прежде чем сейчас излагать эту информацию, я бы хотел сказать о том, что, о той большой роли ряда татарских ученых, в частности Каримулин, которые подняли вот этот вопрос о близости тюрков и, значит, америндов, индейцев, и издали несколько книг, посвященных этой теме. Вот это очень важно сказать. Нужно высказать благодарность этим татарским ученым. Еще в 17 веке, точнее в 1672 году в Лондоне вышла книга под названием «Редкости Новой Англии». Ее автором был некий англичанин по фамилии Джосселин. Он буквально недавно вернулся из Америки, где прожил несколько десятилетий вместе со своим братом, прожил среди индейцев Сиу. И вот что пишет в этой книге Джосселин. Он пишет о том, что индейцы, тюрков он знал, и тюрки имеют внешнее сходство. У них этнографические какие-то схождения он определил. Он говорит о том, что, значит, у них антропологический тип, близкий, внешний облик. Самое важное, о том, что он определил языковую близость. То есть, он не владел тюркскими языками, но интонации индейской речи ему очень близко напомнили именно тюркскую речь. В следующем 18 веке вопрос о происхождении индейцев подняли, в общем-то, на всю высоту. И, значит, были основные высказывания, что они выходцы из Азии. В частности, еще при Петре I, в бытность Петра I, вышла книга голландца по фамилии Витсен.
где он отстаивал эту теорию. И тогда же, нет, вернее, позднее уже, в том же 18 веке, эту же идею высказал Томас Джефферсон. Он не только первый президент США, он первый археолог на территории США. Он профессиональный археолог. Вот я не знала этого. Да, он высказал вот эту точку зрения. В 19 веке как бы вот азиатское происхождение индейцев, и не только азиатское, а именно их связь с тюрками, была подтверждена исследованиями, но высокопрофессиональных ученых. И в этом смысле это выходец из Пруссии Отто Рерих. Этот человек был энциклопедически образованный человек. Это человек, который владел целым рядом европейских языков. И не только европейских. Он владел турецким языком. И некоторое время проработал в посольстве Пруссии в Османской империи в Стамбуле. Значит, после возвращения он какое-то время преподавал во Франции, там такая существовала Королевская Восточная Академия, а затем эмигрировал в США. И вот здесь, в США, он столкнулся опять же с индейцами Сиу. И, будучи человеком такого исследовательского пытливого ума, он не мог, значит, не обратить внимания на схождения, которые он назвал в языке. Он лингвист в языке. Он эти схождения назвал просто поразительные. Просто поразительные. В языках тюрков и в языках Сиу. После чего уже в настоящее время азиатское происхождение индейцев, оно уже неоспоримо. Вот. Были сделаны ряд археологических открытий. Это палеолитические стоянки палеолитической культуры Сибири, ну, в частности, дюктайская, которую определили как палеоиндейскую. Палеоиндейская значит, ну, протоиндейская, да. А сейчас общепризнанной прародиной считается уже Южная Сибирь. Очень важны данные не только этнографические, не только языковые, а сейчас появился новый инструментарий для определения, значит, той или иной степени родства. Это данные генетики, палеогенетики. Это определение, значит, Y-хромосом мужских и митохондриальных ДНК женских у тех или иных человеческих популяций. В этом отношении, значит, было уже ясно, что большинство индейцев имеет, скажем так, южносибирскую гаплогруппу Q. Гаплогруппа Q – это брат, поскольку мы говорим о Y-хромосомах, их почему-то иногда называют сестрами, но это брат гаплогруппы R. R, которая, в общем-то, доминирует у большинства европейцев современных. Они от гаплогруппы P идут, эти две гаплогруппы. Так вот, у индейцев, значит, об этом знали. По ходу, значит, выделили еще две гаплогруппы. Это гаплогруппа C и гаплогруппа R1b. Это тоже с того же региона сибирских гаплогруппы. Все три гаплогруппы присутствуют у тюрков. Значит, большую роль сыграло совместное исследование, это экспедиция ученых из Пенсильванского, генетики из Пенсильванского, значит, университета США и биолого-генетических центров очень сильных Российской Сибири. Это из Новосибирска и не только из Новосибирска, вот, ряда других городов. Вот как раз они и, значит, смогли определить совершенно точно. Они изучили как мужские Y-хромосомы, так и женские митохондриальные ДНК, как возрастом древние, которые сохранились в Сибири, так и современных тюрко-сибирских народов. По-моему, даже не только тюрко-сибирские, другие народы участвовали в этом исследовании. Вот. Но выяснилось, что в частности вот эта вот гаплогруппа Q, она доминирует у некоторых алтайских народов. В США эта гаплогруппа в наибольшей степени доминирует, в частности, среди индейцев Апачи. Это 80%. Это очень такая высокая, это как бы подавляющий процент, ну, среди всех гаплогрупп, которые существуют в данном племени. Вторая, значит, ну, эта гаплогруппа, она Q, она у казахов родовое объединение Кангла. И есть, значит, такой род, значит, кыпшакский род Кулан. Вот у них доминирует эта гаплогруппа. Однако вот ее намного больше у целых народов. Это, значит, у
тех же туркмен, составляет, у сибирских кумандинцев, это алтайский народ, 49, почти 50%. У башкир 47%. Это очень высокая цифра. Нет, это я говорю об Р1Б сейчас, в данном случае, не о КИО. И, значит, у туркмен 37% Р1Б. У казахов приблизительно 6% составляет. Ну, в родовом объединении Харак-Кыпшак там под 90, 87%. Вот. Но в целом, в принципе, немного. 6% это, не так много. Вот. Значит, вот к этой гаплогруппе, в частности, принадлежат европейские династии Бурбонов, Стюартов, Габсбургов и некоторые другие. У индейцев гаплогруппа Р1Б это вот племя из Аджибве. Примерно 80%, опять вот такая высокая цифра. У примерно 50%, ее, кстати, Р1Б, мы говорили об этом, генетики называют, в частности, клёцов, прототюркской. Сейчас, правда, его заставляют уже отказаться от этого высказывания. Раньше он твердо писал, это прототюркское. Теперь пишет там, возможно, вероятно. Я надеюсь, что это предположение оправдается, как бы. Думаю, что выяснит, что я не ошибался. То есть, как бы, слишком много, как бы, получается, российские ученые пишут о вкладе прототюрков, да? Это не устраивает не только российскую науку, но и многих других. А эта же гаплогруппа, так называемая прототюркская, у степных индейцев, это у сил, тех же, у чероки, у семинолов приблизительно 50%. То есть очень высокая. Вот. Значит, что касается есть еще одна гаплогруппа, опять-таки она евразийская, это Си. Си2 там определенного гаплотипа, определенного субклада. Раньше называли ее Си3, эту гаплогруппу. Сейчас ее называют Си2, значит, с какой-то там нумерацией. Значит, она у атапасков и сиу, опять-таки, и у чаенов высокий процент ее. У тех же сиу тоже. Вот, смотрите, у казахов вот это Си3 и у бурят самый высокий процент. Это свыше 40%. У бурят надо понимать, что такое монголоязычные буряты. В значительной степени это омонголенные тюркские племена. Особенно это касается западных бурят. Вот. Там даже доминируют тюркские по происхождению рода, но которые по каким-то причинам перешли на монгольский язык, омонголились. Обычно другой процесс. Монголоязычные становятся тюркскими, а тут обратный процесс. Вот. Очень высокий, по-моему, даже выше, чем у казахов у них вот это Си3. Вот. У бурят. Это братские народы. Это братские монголоязычные народы. В этом смысле братские. Не по происхождению, а по дальнейшей исторической судьбе, по сближению, по родству мы стали братскими. Есть, значит, если американская гаплогруппа, она звучит как C2P39. А вот, скажем так, условно, казахско-бурятская, это C2M217. М217. Но что интересно, вот эта C2М217, она тоже присутствует. Она присутствует в Южной Америке. Это есть народность Венесуэлы и Колумбии, вайю. То есть у них чисто вот эта тюрко-бурятская гаплогруппа в чистом виде сохранилась. Есть некоторые другие гаплогруппы в Америке. Это такие, как R1A, R2, P, в небольшом количестве. Все они сибирские. Все сибирские эти гаплогруппы. Что касается митохондриального женского генофонда, значит, 5 основных гаплотипов, 5 основных гаплогрупп. Они азиатские. Нашли 6-ю. Это гаплогруппа X. Это европейская женская митохондриальная гаплогруппа. Она присутствует только в Северной Америке. В Центральной и Южной Америке ее нет. На территории самой Сибири там уже европейских женских митохондриальных гаплогрупп уже больше. Не одна, как в Америке. Она есть тоже, это X в Сибири, но к ней можно еще прибавить 3 других. А еще западнее, в Казахстане, таких гаплогрупп европейских уже 8. При 5 азиатских у казахских женщин. Сибирские ученые, там есть очень сильные генетики, Доренко и другие, они
Вот что сказали. Они утверждают, что все три основные американские Y-хромосомные гаплогруппы, они все палеоевропеоидные. А ведь это гаплогруппы Q, вот это R, братская, но самое интересное, что и C, гаплогруппа C. А эта C, она записана в основном то как австралийская, то как монголоидная. Я сразу, конечно, против этого выступил, потому что это группа выхода из Африки. Скорее всего, сейчас вот кроманьонцами считают носители гаплогруппы I, да? Вот. У славян I2, I там в Европе в небольшом количестве, хотя там доминирует R. Я считаю, что, во-первых, I это протославяне, да, I2, например, те же, это народ средиземноморского расового типа. Это более мелкие, это тонкокосные вот люди, значит, черноволосые, черноглазые вот эти люди, да, вот. А они отличаются очень сильно от классических вот европеоидов, кроманьонцев. Мы возвращаемся опять к этой теме. Я полагаю, что все-таки кроманьонская гаплогруппа это не I, а гаплогруппа C. И какие они стали? Вот они пришли в Австралию, там смешались с местными, вот такие получили сейчас там австралоиды. Но ничего общего с монголоидами они не имеют, да, вот аборигены Австралии. В частности, значит, вот есть Костенки в России, и там значит, Маркина гора. Маркина гора, там обнаружили, значит, останки мужчины. Вот. У мужчины гаплогруппа С. Но российские ученые называют его европеоидом при этом. Понимаете? Гаплогруппа С. Называют его европеоидом. Это подтверждение, вот то, что сибирские ученые говорят, что все три американские Y-хромосомные гаплогруппы, они палеоевропеоидные. И вот это С, а С3 доминирует как раз у казахов. Вся монголоидность, да, вся монголоидность, ну С3 сейчас С2 называют, вся монголоидность, она идет от женщин, как и у индейцев Америки, так и у тюрков. Это от женщин. Вот хотя бы в генофонде казахов азиатские, женские, они доминируют в общем, хотя численно они уступают, но в общем количестве. Что касается расовых особенностей индейцев. Вначале, значит, их признали монголоидами, хотя для многих было понятно, что к классическим монголоидам они не имеют отношения. Была точка зрения, это вот первую классификацию человеческих рас вообще это сделал ученый французский Бернье. Он их сближал с европеоидами. Затем не сошлись на том, что монголоиды или европеоиды. Стали говорить о том, что это отдельная раса. Иногда она фигурирует как отдельная америнская раса. В чем особенность индейцев? У них главным образом монголоидный волос, черный и прямой, у основной массы, но не у всех. Черный прямой волос, если он при этом имеет круглую форму и достаточно толстый, это считается монголоидный. Чисто монголоидный волос. Но если взять, например, казахов, да, ну где-то половина казахов, они имеют не черный волос. Это разные оттенки каштанового. Больше преобладают темные. Как у меня. Да, наверное, да. Темные, средние. Встречаются иногда светлые, более русые и так далее. Вот. Значит, то же самое, значит, у мужчин казахских. Но даже у тех, у кого черные волосы, зачастую это волнистые волосы, тонкие по своей структуре и плоские по, значит, срезу своему. Вот. Затем, значит, какая чисто монголоидная черта у индейцев? Они рождаются с так называемым монгольским пятном на крестце. Сзади, знаете, вот это синюшное пятно? Но это, например, да, у казахов далеко не у всех, например. Это я точно знаю, у моего братишки родного близнецы, Артур и Ариф. Артур, он такой белокожий, такой дерзкий, борзый такой. У него не было этого пятна, монгольского пятна на крестце. А у второго это близнецы, речь идет о близнецах. У него оно было, он такой более смуглокожий, второй, Ариф. Вот у него это есть. Теперь, это так называемый эпикантус, это вот монгольская складка, которая закрывает угол глаза. Значит, что интересно, он присутствует не более чем у 10% индейцев. У 90%, как у, значит, европеоидов и негроидов, глаза открыты. Этой складки нет монгольской. Но большинство, абсолютное большинство из этих вот людей рождается с этой монгольской складкой, и она затем исчезает.
Вот такая особенность у индейцев. Затем, значит, что касается черепов, черепа разные, но вот у степных индейцев они черепа такого явно смешанного расового типа. Это черепа или короткие, брахикраны или брахицефалы, или же мезоцефалы, мезокраны. Это среднего размера голова. Это уже свидетельствует о смешении с монголоидами. Такая особенность головы. Значит, европеоидам она присуща, ну, считается, что долихоцефалия, долихокефалия или долихокранность. Хотя она в современном мире, конечно, далеко не у всех европейцев. У тех же русских долихокраны они отнюдь не доминируют. У них мезокраны в основном, но достаточно много и брахикранов, короткоголовых. Теперь, это рост волос. Рост волос низкий, невысокий. Большого волосинения тела нет у индейцев. Носы зачастую, носы достаточно крупные у многих, зачастую очень крупные, орлиные. Вот. Они напоминают тех же, скажем, андроновцев, судя по реконструкции антропологической скелетов, черепов из казахстанских захоронений андроновцев. В то же время существуют такие особенности, как богатырское сложение тех же степных индейцев. И индейцев, которые оказались, видимо, в результате миграции в Южной Америке, в Патагонии, в современной Патагонии. Средний рост 180 сантиметров. 180. У европейцев средний рост 176 сантиметров. А здесь 180 сантиметров. Затем, картина, опять же, не столь однозначная. Есть в Латинской Америке, в Перу, народность или племя Чачакоя. Это, опять-таки, высокие, белокожие люди, однако с каштановыми, волнистыми волосами. Ну, это где-то исключение. В целом для Америки не характерно. Тем не менее, вот такие чачакои они существовали. Существуют их немногочисленные погребения. Там как бы их пытались мумифицировать. Останки, хорошо оставшиеся, сохранившиеся черепа и сохранившиеся вот эти каштановые волосы. Ну, в принципе, пришло понимание, что европеоидных черт достаточно много. И стали возникать теории, вообще откуда эта европеоидность у американских индейцев. Одна из теорий гласит о том, что якобы западноевропейские охотники двигались на восток. На самом деле таких движений, видимо, не было вообще. Может быть, какие-то редкие единичные случаи. Это вообще не характерно. Всегда с востока на запад. Это знаете, как солнце восходит на западе, на востоке и садится на запад. И вот это движение потом кочевых племен, это всегда было движение с востока на запад. И всякое движение в степи на восток это нонсенс. Нонсенс. Если это случалось, это большая редкость. Те же племена гуннов, которые после битвы при Нидау, когда были разгромлены уже окончательно гунны, захотели вернуться на восток, в степи в родные, они уже не могли. И они вынуждены были уйти севернее. И вот они лесостепь освоили. Это вот Киевское княжество и так далее. Вот. А в степь, чисто в степь они уже вернуться не могли. Степи были заняты, их туда никто не пустил бы. Значит, вот такая идея, что они двигались на восток. Эти европейские охотники достигли, значит, Берингии. Это вот, значит, вот эта суша между Евразией и Америкой. Огромная территория считалась такая сухопутная, которая сейчас в основном залита водой после того, как растаял последний ледник, и таким образом проникли в Америку. В каком периоде мы говорим сейчас, Жумажан? Мы говорим о палеолите. Приблизительно это... Палеолит, ну, условно, 40-12 тысяч лет назад. 40-12 тысяч лет назад. Вот, в этот период. Значит, есть еще одна теория, тоже о палеолитическом или мезолитическом, значит, движении европейцев в Америку. Это так называемая солютрейская теория. Что она гласит, о чем она говорит? Значит, якобы движение происходило не на восток, а на запад. По северу, по северным путем, по кромке Атлантического льда, будто бы европейские охотники добрались до Гренландии, а потом с Гренландии уже там Ньюфаундленд, значит, добрались до Северной Америки, до Канады там, в общем, и так далее. Таким образом появились. Наконец, третья теория о том, что индейцы представляют собой некий надрасовый тип. Вот эта тема, она вот на ней застряли российские ученые о существовании некого надрасового ствола.
как бы еще не дифференцированного. Некие европеоиды-монголоиды, которые еще расово не разделились. Причем говорят о времени 40 тысяч лет, там даже говорят о вот находках, там же вот, значит, Маркина гора та же, вот, еще ряд находок там под Красноярском, что это расово неразделенные люди. Хотя речь идет о 20-м тысячелетии, 22-м тысячелетии. То есть еще якобы расово, ну это полная глупость, это полная ахинея. Естественно, я еще раз повторяю, правы китайские ученые, которые говорят о формировании отдельного монголоидного человека. То есть уже из Африки вышел чистый европеоид. Никаких расово неразделенных людей не было в этот период уже, во всяком случае в этот период. Вот. То есть все три теории, они абсолютно неправильные. А правда заключается, на мой взгляд, что тот вывод, к которому я пришел, который буду отстаивать, это верхнепалеолитическое, а может быть даже несколько раньше, в Мустье, в конце Мустье. Период Мустье это примерно 150-40 тысяч лет до нашей эры, может быть 50-60 тысяч лет до нашей эры. Значит, уже в конце Мустье эти европеоиды, вышедшие из Африки, они могли достичь, это известно, что они ушли в Северо-Восточную Азию, как раз где Центральная Азия, Сибирь, и они там перемешались уже преимущественно с женщинами. Мы об этом говорили, монголоидными женщинами. Вот. И уже в таком смешанном виде они уже перемещались, значит, на территорию Америки. Тема общности между американскими индейцами и тюркским миром, она очень широка. Она распространяется не только в исторических реалиях, она еще и отражена в многочисленной мифологии, которую мы тоже не слышим. Как выясняется, у индейцев своя Илиада Америки, это Ситинум, да, вы сказали? Это во время войны в Дакоте, У нас тоже очень много параллелей с геройскими поступками, с самими носителями Кит-Буга и так далее. Это действительно исказители, воины. Вообще мифология – это такой непочатый край, в котором можно копаться и копаться. И если мы эпос почитаем и сравним, то я уверена, что мы 100% найдем очень много параллелей. Да, на самом деле мы уже задевали тему того, что история коренных народов тщательно стиралась. Стиралась она за счет многочисленных различных исторических процессов, в основном связанных с колонизацией коренных народов. Это касается и тюрков, это касается и наших братьев, американских индейцев. Но тема настолько глубокая, обширная и долгая, что нам все-таки придется разделить наш подкаст на несколько частей. И поэтому на сегодня мы говорим вам до свидания. И в следующий раз мы обсудим другие культурные и этнические вопросы родства тюрков и американских индейцев. До встречи.